Raccoons Road. И туда. И не совсем представляю, не ждет ли меня вообще развод после этого похода. Я не знаю. Такой сразу, трасса сразу подъемом. И ну и вон такой он сразу в гору. 600 метров высоты набрать. Прекрасно. Это, ну, был авторитетное мнение от Марии. Как это называется? И будем думать дальше, что делать, оставаться или идти дальше. Ну, в общем, интересно будет. Подъемы будут, ну, вообще невероятные. Я вообще не знаю. А дальше не знаю, что делать. Мы еще не разводимся пока. Буду есть, Мария, не ебать мне голову. Там мы обеспечены, в принципе, день-два мы проживем. Ну, вы знаете, что у меня без приключений не бывает, поэтому, ну, как есть. Если уж и начинать с чего-то этот фильм, то, пожалуй, стоит начать сначала, со свадьбы. Мы только что поженились. Я мог бы отвезти невесту по путевке в Турцию. В отель все включено, где мы могли бы спокойно отравиться икрой, устрицами и халявным шампанским. И, вернувшись домой, как и все, рассказывать, как было незабываемо в баре и бассейне отеля. Но вместо этого я решил ей устроить медовый месяц в своей стихии. Мы собрали моей жене экипировку и полетели в Болгарию. После краткого знакомства с Софией и дегустации балканской кухни, наш путь лежал на самую высокую точку Балканских гор. Я вез свою не имеющую опыта и неподготовленную жену в первый в ее жизни поход. Туда, где тропы теряются в облаках, где вместо Wi-Fi ветер, а вместо рум-сервис следы медведя на тропе. Где волки воют не от голода, а от разочарования в погоде, а ядовитые змеи прячутся под камнями. Напоминаю, что здесь ты гость, и природа диктует правила. Что могло пойти не так? Ну что, всем привет из Болгарии. Мария. Сегодня я в походе не один, с супругой. Мы находимся в горном массиве Рила. И сюда мы поднялись на подъемнике. Минут 20 ехал подъемник. И сейчас мы находимся возле хижи Пионерска. Это приют горный. Вон там ласточки сверху гнезда вьют. И вот нам, значит, подниматься вот так. И туда. Ну, в общем, у меня первый поход с супругой. И я не совсем представляю, как это будет. И не совсем представляю, не ждет ли меня вообще развод после этого похода. Я не знаю, как отреагирует Мария на все эти тяготы и лишения. Но пока держится стойко. Мария, что вы скажете по этому поводу? Красота? Ну, что я могу сказать? В общем, Мария немного в шоке. Ну и я немножко в шоке. У нас начался день сразу с подъема. Рюкзаки неподъемные. Это мой. И это вот маленькой Марии. Поэтому взяли все на все 4 времени года, потому что будет холодно определенно наверху. И не будет так жарко, как София. Обработаем ноги. Отдохнем и пойдем начинать свой первый день. Да, Мария? Да, Александр. В общем, я не знаю. Поход на самом деле... Подъем такой, что
Мама, не горюй с непривычки. Мария красавица. Вообще летит. Просто летит пулей. Ну, в общем, такой сразу, трасса сразу подъемом. И, ну и вон такой он сразу в гору. 600 метров высоты набрать. И, ну, люди все кругом. Тут такие, которые приходят тупо, ну, вверх-вниз от хижины. У них рюкзачки, там, полотенце и бутылка воды. А у меня там за 20-ку, и у Марии, я не знаю, тоже там тяжелый. За 30-ку, говорит. Ну, вообще красава. Поэтому, да, ну, как есть. В общем, такие вот виды. Там снег. Снег, да. Вниз как-то уже легче. Вот и первое Рильское озеро на фоне. Не помню, как называется озеро. Но, в общем, 7 Рильских озер — это жемчужина Рильского горного массива. И здесь множество туристов. И мы в национальном парке Рила. Мария, как горная лань, ускакала вперед. Я потихонечку иду и что-то снимаю. Остановились на небольшой привал. А вон девочка, которая с нами в автобусе. Мария тут хвалит термосы, которые мне подарила. Ну ладно, что. Здесь на фоне водопада ледник течет и истекает, в общем, в озеро. И у нас дилемма: ночевать в той хижине, может не самой хижине, может поставить лагерь, там палатку рядом и идти дальше, но палатки ставить нельзя в национальном парке. Их как бы ставят, но где не видно, а тут все будет видно с этого. Прошли мы вообще ничего не прошли. Дай Мария глотнуть, пожалуйста. Как ты ничего не прошло? Не знаю, выключил трекер. Сколько прошли, даже 6000 шагов. 6000 шагов. Ну, не знаю, это шаг маленький. Ну, вряд ли 5 мы прошли. Ну, и шаги. Но высоту уже набрали. Это мы поднялись на 2000 метров. И, ну, приехали на подъемнике, уже было 2000. И уже набрали, я не знаю сколько. Сколько-то. Вокруг пейзажи завораживают. Мария, первый раз в горах. Что вы скажете про горы? Прекрасно. Прекрасно. Это, ну, был авторитетное мнение от Марии. Как это называется? Спецкор. Спецкор Мария из горного массива Рила. Рия. Конец связи. Конец связи, да. Ну, в общем, вот такой маршрут с таким подъемом вон туда, наверх. И этот маршрут маркирован зелененьким, ну, как самый легкий. Ну, что-то здесь уже, правда, желтый, зеленый и красный. Ну, я не знаю, что там будет с красным, если это зеленый. Ну, поднялись почти к той хижине, к приюту. Вот там хижины, откуда мы пришли, куда мы поднялись сегодня на подъемнике. Это вот этот весь путь мы прошли, там спустились, там точнее поднялись, тут спустились и вот пришли сюда. И вон там уже виден подъем, последние метры, и
И будем думать дальше, что делать, оставаться или идти дальше. Ну вот, добрались мы еще до одного озера. Название появится на экране, потому что я не помню, как оно называется. И много всякой маленькой рыбы. И вот приют. Приют. И вообще идти нам, ну, так. И где-то там, либо там подниматься. Ну, в общем, это, по идее, нам надо будет подниматься. Потому что наверху уже видно людей. Вот там, на самой вершине. И потом траверсом по вершинам. Ну, в общем, интересно будет. Да, и сейчас мы, наверное, отдохнем и будем думать, что нам делать дальше. Оставаться или идти куда-то дальше. Ну, видишь? Там везде рыба. Это щука? Нет, акула. какая щука, я не знаю, что это такое, Мария. Сибас. Вон какая рыба. Да, шумная компания. Ну, в общем, мы поели суп с грибами. С виноградными листьями. Что там? Да, грибы, виноградные листья. Идем дальше. И подъемы будут, ну, вообще невероятные. Я вообще не знаю, куда мы сегодня успеем прийти. Женщина сказала, что вроде с 1 августа начнут дроны летать, когда будут выслеживать палатки. Пока вроде, ну как тут, только дроном можно выследить. Или кто-то может позвонить, сказать. Но здесь оставаться было не очень. То есть мы можем вот здесь поставить палатку и остаться на ночь. Но вонище, честно говоря, из-за туалета и постоянные толпы туристов, и музыка, ну тут, то есть, весело будет. Поэтому, ну, наверное, будем выходить, да, Мария? Да, Александр. Будем выходить и там уже смотреть по обстоятельствам. Может, придется у какое-нибудь озера все-таки на свой страх и риск поставить палатку, если мы не дойдем до того места, где... Ну, то место, насколько я понимаю, оно будет наверху, а наверх я вообще не представляю, как сегодня подняться. Ну, как-то так. Кухня такая, конечно, была аутентичная. Но интересно, достаточно вкусно. Просто вкусно, дешево. Конец связи. В общем, нас что-то разморило после обеда. И что-то тяжеловато. И первый день такой подъем. В общем, мы решили заночевать. Маленький номер, без ничего, туалет на улице. Но это самый лучший номер, который был в этом домике. Что тут пробилось? Ну ты воду, может, разлила. Она же закрыта. Ну, она там плохо так закрывается, эта бутылка. Да. Точно. Да, Мария? Да, Александр. Да. Вот, поэтому сейчас чуть-чуть отдохнем. Потом сходим, прогуляемся по озеру. Да. И заночуем здесь, а с утра уже тогда выйдем на маршрут. Рыба хлебушком покормила. Полежали в кубрике и вышли погулять на озеро. Запустить дрона чуть-чуть. Хлеб весь съели с супом, а так могли бы покормить рыбу. Аура нарушать, не аура.
Похолодало достаточно, и туристов уже все меньше и меньше. Вечер. Но завтра нам подниматься куда-то наверх. Как это будет с такими рюкзаками, посмотрим. Ну, как-то будет. Да, Мария говорит, что ноги натерли. Да, Мария? Да, Александр. Натерли. Нежданчик, да? А вот и сюрприз подвалил. Ну, в общем, сели мы А салфетки мы не взяли, да? с Марией покушать. Но покушать получилось благодаря добрым людям. Потому что кемпинг-газ и накрутка моя, горелка, несовместимы. Я так не хотел в Декатлоне брать этот синий баллон, но мы обошли 2 магазина, они были только эти. И, в общем, это который протыкается, он не подходит к моей горелке. И мне дядька дал горелку с газом свою. Ну и что? Ну вот сейчас я подогрею воду, а дальше не знаю, что делать. И вряд ли мы здесь где-то уже сможем достать газ. Это не Кебнекайзе, где можно было купить в хижинах баллончики. Поэтому вот так. Да, Мария? Да, Александр. Мы еще не разводимся пока. Пока еще нет. Пока газ есть. Пока газ есть, чужой газ. Чужой газ. Ну как есть, в общем. Ты будешь есть или ты будешь? Буду есть, Мария, не парь мне голову. Еще на ужин пойдем. Да, ну в общем, слава богу, достали мы кипятка. Так, сахар. Я уже положила 3 штуки тебе. А тут что тут 3 штуки? 3 штучки, это же совсем маленькие. Блин, а как открывается эту рыбу? Она все потекла. И в общем, сейчас будем кушать. У нас Но масальника нету. не, особо нету. У нас с собой скумбрия. Это единственная консерва, что у нас есть. И самый прикол, что у нас сублиматы, что пайку мы не можем подогреть. И мужик идет завтра на Лазов, Иван Вазов, будет хижина, он говорит, там совсем маленькая хижина, там ничего нету. И говорит, может быть, есть на Малевице в другую сторону, но я до нее не собирался идти. Как бы, ну или, говорит, есть там, где мы сегодня были, и тогда, наверное, это будет самый лучший вариант, я с утра возьму номер здесь, той хижины, и позвоню, если у них газ, если у них есть, то просто налегке сходить, без рюкзака, без ничего, сходить за газом. Это будет, конечно, отличный вариант. А если нет, то придется как-то выживать. Отличный чай. Приятного аппетита. Не показываю, поэтому. Ну, в общем, это было нечто. Газ я добыл, нормальный баллон. Это вышло вообще хозяин гостиницы, блин, я у него спросил, что, там, может он продает, он говорит, у меня там остались от кого-то, баллон уже такой ржавый, там сначала дал мне маленький другой запакованный, но который протыкать. Я говорю, не, он такой, подожди, у меня там где-то на складе еще был. И пошел, посмотрел другой, блин, и то, что мне надо, накрутка, я говорю, блин, ты меня спас, короче. Я говорю, ты не знаешь, что в этой другой хижине продается еще баллоны? Он говорит, ну я позвонил, там никто не поднимал, он говорит, ладно, они перезвонят, или я завтра позвоню, говорит, я увижу, тогда еще скажу.
Вот, так что газом мы обеспечены, в принципе, день-два мы проживем. Там и монастырь может покормить, если мы дойдем, там пожары какие-то обещаются. Ну, вы знаете, что у меня без приключений не бывает, поэтому, ну, как есть. Да. Еще и оказалось, что я потерял все эти зарядки свои для телефона, Ну, видимо, оставил в гостинице, положил на белые простыни, белые зарядки, и с утра, когда собирался кабеля, тупо не заметил. Вот, знакомьтесь, лох. Ну, как есть. Да, Мария? Да, Александр. Вот. Ну, зато вообще вот. Все реально круто. А, еще хозяин вообще такой классный мужик, он говорит, а почему ты не захотел в тенте спать, ну, в палатке спать, если сначала спросил про палатку, сколько стоит. Я говорю, да что-то, я говорю, он такой, ты, говорит, я тебе скажу на будущее, ты можешь спать в палатке где хочешь, но ночью. Ночью спишь, с утра убираешь. Я говорю, в смысле, тут мне наговорили, там, что 2500 евро штраф. Он говорит, да, но это, говорит, если тебя поймают, а, говорит, ночью тебя никто ловить не собирается, как бы тут никого нету. Я говорю, понятно. Так что тоже хорошая новость. Сейчас мы на вершине Дамга. 2669 метров. Вышли мы еще к одному озеру, одно вот осталось только что за спиной. Мария, как тебе наш медовый месяц? Не слава, только медовый месяц. Да, подъемы, конечно. День прекрасный. Я так понимаю, не все нашли маршрут. Ну, блин, шквальный ветер такой срывается. Я реально... Но спуск будет, конечно, веселый. Нам надо сбросить километр, грубо говоря, высоты. Вот она. Романтика-то. Не страшно, гром, молния. Все это на открытом месте. В общем, это дичь, конечно. Я вообще ничего не снимал, потому что, блин, мне страшно было что-то снимать и говорить по телевизору. Да. Причем это даже не дождь. Это град пошел. Приключения